Добрый день, уважаемые зрители! Рада приветствовать вас на своем канале. Меня зовут Анна, и в данном видео мы будем делать обзор на The Shaman's Dream Oracle, или же Оракул снов шамана от издательства Hay House. Авторами являются Колет Байрон Рид и Альберто Вилольдо, а художница Дженна Делла Гроталия. Это трио создало знаменитый всем оракул мистического шамана. Премьера колоды состоялась 23 февраля 2021 года. Как мы видим, оракул поставляется вот в такой матовой, с глянцевыми надписями, красивенной коробке на магнитной застежке. Набор состоит из 64 карт и инструкции. Цена на Амазоне от $34. Итак, в описании говорится, что мы все священные мечтатели, создающие мир во сне. А о чем мечтаете вы? Оракул снов шамана – это сотрудничество мастеров-учителей Альберто Вилольдо и Колет Байрон Рид. Образы и понимание опираются на чертогах шаманских снов, архетипах и магии, но при этом предлагают современные интерпретации. Вы откроете для себя мифические пейзажи и духовные существа и поймете, как это священное царство формирует наши переживания в мире бодрствования. Этот оракул покажет, как пейзажи ваших снов направляют вас к созданию вашего мира и проявлению ваших самых сокровенных намерений. Открывая крышку, первое, что мы видим, надпись: «Мы все священные сновидцы, создающие мир во сне». А также вот здесь: «Исследуйте свою истинную судьбу как мечтатель». Коробка изготовлена по той же технологии, что и оракул 7 энергий. Также имеется атласная лента в цвет для более удобного изъятия книги и карт. Кстати, если уже речь пошла о оракуле 7 энергий, то в скором времени я планирую сделать сравнительный анализ этих двух колод, поскольку они очень похожи и своим стилем, и качеством, и, скажем даже так, сутью. Мне очень нравится дизайн коробки. Посмотрите, он такой весь, знаете, в стиле космоса. А я люблю все, что связано с космосом. Итак, давайте перейдем к МБК. Итак, мы видим МБК, которая по сути ничем не отличается от большинства инструкций других колод от данного издательства. Да, бумага плотная, печать черно-белая, без каких-либо рисунков. Итак, первое, что мы видим, это послание от авторов. Дальше, введение. Здесь говорится, что каждая мысль, которую вы удерживаете достаточно долго, задерживается во Вселенной, что помогает намерению осуществиться. Далее, предложение от оракула, в котором говорится, что когда мы взаимодействуем с духом, мы обнаруживаем, что дух отвечает тем, что действительно нам нужно, даже если в тот момент мы не полностью осознаем ответ. И также речь идет здесь о том, что у каждого оракула есть свой лексикон или матрица, через которую происходит общение. Лексикон этой колоды заимствован из шаманского мира сновидений, архетипов и символического сознания. Дальше. Создание мира во сне, в котором говорится, что, используя данный оракул, вы получаете мощные
руководство, о том, как сделать свою жизнь более осмысленной и радостной, а также понятие сна в психологии и в традициях австралийских аборигенов и шаманов. Дальше, сила символов. В данном подразделе говорится о символах, о синхронизации. Информация здесь более обобщенная. Как работать с этой колодой? Здесь говорится о том, что колода состоит из 64 карт, каждая из которых изображает пейзажи снов, символические места и духовных существ, которые вы можете встретить на своем пути к сотворению своего мира и проявлению своих самых смелых намерений. Символы предоставляют действующие силы и влияние, а также направление, в котором движется энергия. Оракул снов шамана поможет вам мудро выбрать свой путь и быть бодрствующим, осознанным во всех ваших начинаниях и отношениях. Таким образом, вы осознаете взаимность между вами и всем живым. Также речь идет о том, что оракул снов шамана – это система гадания, и карты позволяют увидеть мир и ситуацию с высоты птичьего полета. Они показывают развитие событий и раскрывают вероятные и возможные исходы. Вероятные исходы – это те, которые, скорее всего, произойдут, если вы ничего не предпримете. Возможные исходы – это те, которые доступны вам, когда вы участвуете в выборе судьбы, направленной на ваше высшее благо. Информация о том, как задать вопрос. Тут речь о том, что вы будете разочарованы, если ожидаете однозначных ответов, таких как «да», вам следует принять предложение о работе. Этот оракул скорее призван помочь вам в процессе принятия решения или прояснения вопроса, когда вы, скажем так, чувствуете необходимость получить подсказку. Также здесь даются примеры вопросов. Дальше, примеры раскладов. Их описание. Вот, например, однокарточный расклад – это как бы открытие окна в новое направление, новое понимание или подтверждение того, что вы, возможно, уже знаете, но нуждаетесь в большей уверенности. Таким же образом расписаны и 3- и 4-карточные расклады. Значение карт. Давайте рассмотрим вот на примере первую карту, чтобы вы лучше поняли, резонирует ли с вами данный оракул или нет. Опрятный дом, ясность и организованность, тщательная инвентаризация, благоприятный символ. Если ваш эмоциональный мир кажется беспорядочным и неуправляемым, и вы никак не можете навести в нем порядок, пришло время пересмотреть, как влияет на вас окружающая среда. Хотя ваш внутренний мир оказывает огромное влияние на то, что проявляется во внешнем мире. На вас могут влиять люди, которые обитают в вашей повседневной жизни, энергия предметов, которыми вы себя окружаете. Сейчас самое время провести инвентаризацию и полную очистку вашего окружения. Попросите ясности в ваших отношениях и не делайте предположений в это время. Четкое и недвусмысленное общение является ключевым моментом. Возможно, вы решите отпустить некоторых людей из своей жизни, когда это проявится. Это хорошо. В противном случае вы можете оставаться в этих отношениях слишком долго из чувства обязательства и социальной вежливости. Хотя на самом деле вас ничто не держит вместе. Будьте безупречны в своих словах, говорите то, что имеете в виду, и будьте готовы сделать все необходимое
чтобы навести порядок в своей жизни. Если вы знаете, что поступаете правильно, неважно, какое мнение у других. Тем не менее, именно сейчас, когда вы уверены, что в вашем пресловутом доме наведен порядок, происходит высвобождение энергии для того, чтобы начать новые дела, наслаждаться жизнью и с уверенностью знать, что вы на верном пути. Дальше информация об авторах. Инструкция состоит из 135 страниц. С МБК мы, пожалуй, закончим и перейдем непосредственно к картам. Итак, у нас имеется 64 карты. Качество. Ребята, кто смотрел мой обзор по оракулу 7 энергий, я возмущалась, что, мол, плохое качество. Но это срез просто отвратителен. По крайней мере, у меня он кошлатится, шершавый, держа колоду в руке, дает очень неприятные ощущения. Знаете, у меня впечатление, что Колет в последних своих колодах использует самый худший картон. Ну, не знаю, может, это партия печати такая мне попалась. Цветопередача и качество печати здесь отличные. Качество картона такое же, как и в оракуле 7 энергий. Хотя на первый взгляд, как только я раскрыла данную колоду, мне показалось, что качество в шаманском вот этом оракуле хуже даже, чем в 7 энергиях, честно скажу. Вот таким образом у нас выглядит рубашка. Будьте также аккуратны, если приобретете эту колоду, аккуратно ее тасуйте, потому что она недолговечная. Будут здесь отслаиваться края. Да, я уже показывала, не знаю, вам видите. Стиль рисунков такой же, как и в предыдущей колоде, волшебный, необычный. На карте мы видим номер, название карты и ключевая фраза. Карты матовые. Знаете, вот прежде чем мы приступим к просмотру карт, я скажу так. Рассматривая и пытаясь работать с этой колодой, ты обращаешь внимание не на красоту карт, не на рисунки, а на ее недостатки. Не знаю, посмотрим. Может, я привыкну, ну, честно говоря, вот жаль, что такая прелестная, такая красивая колода имеет вот такое отвратительное качество. Ну что ж, давайте переходить к картам. Итак, поехали. Итак, опрятный дом, ясность и организованность. Любимый, радикальное принятие. Благодетель, милость и щедрость. Посмотрите, какая красивая карта, какая милая. Кот Эрпилар, возможность. Закрывающаяся дверь, завершение. Космическое чрево, божественное женское начало. Завет, священный контракт.
Игры короны. Правильное использование силы. Танцы на одной ноге. Балансировка. Глубокий ныряльщик. Погружение в задачу. Глубокая тишина. Медитация и неподвижность. Драконий клад. Защита будущего. Похититель снов. Отказ от призыва. Дрифтер. Проживание жизни такой, какая она есть. Пыльный дьявол. Выход из застоя. Пустой колодец. Время восполнить силы. Игольное ушко или ушко иглы. Намерение. Глаз орла. Взлететь перед схваткой. Падающий ангел. Духовная нарколепсия. Кстати, поискала нарколепсия, это кто не знает, это неврологическое расстройство, характеризующее нарушением сна в виде неконтролируемых приступов дневной сонливости. Праздник изобилия. Выбор и его последствия. Первое дыхание. Мышление новичка. Объятие дурака. Трансмутация боли. Колесо фортуны. Удачное и правильное время. Галактический гриб. Божественная матрица. Сад Венеры. Отдых и обновление. Собираясь вокруг. Сила сообщества. Дом сердца. Сострадание. Полая кость. Обучение. Рогатый кактус. Находчивость. Всадник. Вестник случая. В руке. Вселенная, твой партнер. Я бы скорее перевела бы как твой друг.
Драгоценная паутина. Связь. Радостная муза. Вдохновление. Расположение земли. Мудрость предков. Потерянный компас. Возвращение к целостности. Затерянный в пространстве. Потребность в направлении. Магический... Меч мага. Уверенность в своей магии. Много масок. Подлинное я. Я токс. Восстановление тела, духа, разума. Разум полон. Групповое или полный разум. Групповое мышление. Лунная дева. Новые начинания. Сетевой кастер. Подготовка к действию. Переполнение. Переполненность и изобилие. Идеальный шторм. Смелость шагнуть в жизнь. Восстановление завесы. Прощение. Девушка-корень. Отвергнутое я. Небесный мост. Возможность объединения. Небесные танцоры. Капитуляция. Надпись на небе. Судьбы. Дух реки. Движение к приключению. Звезды в небе. Безграничные возможности. Разделяя миры. Блуждание между мирами. Незнакомец. Любопытство. Пересечение. Инициация. Дальние ворота. Смелый шаг вперед. Стена. Препятствие. Тропа без опознавательных знаков. Откровение. Исчезающее зеркало. Сублимация эго. Плачущее дерево. Примирение.
Наблюдатели. Трансперсональный. Китовая песня. Резонирующий. Блуждающий огонек. Сокровища, скрытые в тени. Зимний сон. Период созревания или гестации. И лесные жены. Приспособляемость. Ну что же, ребята, колода красивая, волшебная, необычная. Очень мне напоминает оракул семи энергий. Мне очень нравятся вот такие стили, знаете, магический сюрреализм. Но, к сожалению, качество хромает. И с каждым разом все хуже и хуже. Напишите, пожалуйста, в комментариях, понравилась ли вам эта колода, хотели бы себе такую. Если вы также хотите перевод к данной колоде, пишите, я обязательно сделаю. Спасибо за просмотр данного видео, желаю всем хорошего дня, до новых встреч, пока-пока.